Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить ароматную баранью ногу в духовке. На мой взгляд, это просто беспроигрышный вариант для любого праздничного стола. Готовится она очень легко и просто. Посмотрите, как ножка прекрасно подрумянилась. Хорошо все проготовилось, мясо просто само отделяется от косточки. Нежнейшее. Это просто великолепно. Какое сочное, замечательное. Эта баранина самая вкусная. Вот она действительно ароматная. И сегодня я вам расскажу все нюансы, как правильно подготовить баранину к запеканию, чтобы она получилась без какого-либо специфического запаха. Это просто великолепно. Для рецепта я буду использовать вот такую баранью ногу. Вес ноги этой 2 килограмма 700 граммов. Сейчас я ее зачищу от пленок и от лишнего жира. Тоже все это срежу. Убираю сухожилие, но мне тоже совершенно не надо. Вот эти пленочки надо обязательно снять. Я их вот таким образом поддеваю ножом. Они такие плотные. Если их не срезать, потом мясо получится жестким. Поэтому стараюсь максимально снять все эти пленки. Вот, обратите внимание, какая очень такая плотная пленка. Ее вообще невозможно порвать даже. Все это надо убирать. Вот этот лишний жир я также срежу. Прямо весь жир я не убираю, но немного обрезаю. Чтобы баранина получилась вкусной, очень важно правильно ее подготовить. Надо удалить так называемые сальные железы, которые дают вот этот свой такой очень неприятный запах. Сейчас я объясню, как их найти. Вот эти сальные железы, они прячутся в жире между мышцами. Я вот здесь вот таким образом поддеваю, разделяю вот эти мышцы. Прямо их как бы надрываю. И здесь есть такой жир, в котором прячется эта сальная железа. Самое главное, старайтесь ее не порезать ножом, потому что если ее порезать, запах будет. Вот видите, я сейчас вот так вот отделила две мышцы. И здесь внутри очень хорошо видно вот такой жир. И внутри этого жира скрывается вот эта железа. Ее сейчас надо достать. Я даже стараюсь это не делать ножом, чтобы ее не прорезать, а делаю все это руками. Посмотрите. И уже где надо немного подрезать. Вот о чем я говорила. Внутри вот это сальная железа. Внутри жира она находится. Сейчас я ее удаляю, и у моей баранины абсолютно не будет никакого специфического запаха. Если вы случайно надрезали эту железу, обязательно помойте нож. Сейчас я сделаю сверху такие надрезы. Прорезаю мясо не до конца, а просто делаю такие достаточно глубокие надрезы. На расстоянии примерно 1,5-2 сантиметра друг от друга. Так мясо очень хорошо промаринуется и будет очень вкусным. Теперь разворачиваю ножку и делаю надрезы поперек. Получается вот так с одной стороны. И точно так же я делаю надрезы со второй стороны. Подготовлю все для маринада. Примерно 18-20 граммов соли, такая полная столовая ложка. Добавляю полную столовую ложку кумина, полную столовую ложку кориандра, чайную ложку с горкой паприки. Также у меня здесь копченая паприка кусочками, тоже 1 чайная ложка. Добавляю неполную столовую ложку сушеного чеснока, немного перемешиваю. И теперь в эту сухую смесь я добавлю чеснок. Я использую довольно много чеснока, здесь примерно 55 граммов. Причем чеснок я буду резать дольками. Я хочу, чтобы вот эти дольки чеснока попали в разрезы, которые я делала в мясе. Добавляю весь чеснок в сухую смесь и порежу перец чили. Перец чили добавляйте по вкусу. Можно также добавить и сушеные хлопья перца чили. Перец я порежу довольно мелко. Также добавляю в сухие ингредиенты. Теперь вливаю сюда несколько ложек оливкового масла, примерно 3-4 столовые ложки, чтобы получилась такая кашица. Хорошо все перемешиваю. И вот этой смесью я натру ножку. Выложила 2 больших куска фольги. Сверху выкладываю большие куски пергамента. И теперь прямо сюда я выкладываю ножку и мариную. Выкладываю примерно половину всей смеси. Мариную с одной стороны. Хорошо натираю
все мясо. Стараюсь чеснок, чтобы он попал внутрь в эти разрезы. Мясо будет очень ароматным. Переворачиваю ножку и втираю маринад со второй стороны. Пахнет все просто потрясающе. Я беру ветки розмарина, я их не разрываю, чтобы потом просто их можно было легко удалить. Пару веток подкладываю снизу, остальные выкладываю сверху. И ножку хорошо упаковываю. Сначала в пергамент, а затем в фольгу. И сейчас ножку я отправляю в холодильник, чтобы она промариновалась. Оставляю ее в холодильник примерно на одни сутки. Если, конечно, у вас нет времени, можно оставить часов на 12. Но если она у вас полежит сутки, она будет просто такая самая нежная и ароматная. Мясо хорошо промариновалось. Нога лежала у меня в холодильнике больше суток. Перед запеканием заранее, примерно за 2 часа, надо достать ее из холодильника, чтобы мясо прогрелось до комнатной температуры. Тогда оно будет готовиться быстрее. Ногу я переложила в противень. Отправляю ногу запекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 2 часа. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Прошло около 2 часов. Я достала ногу из духовки. И сейчас открываю фольгу. Действуем очень аккуратно, чтобы не обжечься. И сразу открываю пергаментную бумагу. Передать словами, какой сейчас стоит аромат, это просто невозможно. Посмотрите на эту красоту. Пахнут вот специи, розмарин. Как же это вкусно. Сейчас вот эти ветки розмарина я снимаю. Они мне не нужны. Розмарин уже отдал все свои ароматы. Теперь я хорошо подворачиваю пергамент и фольгу и отправляю ее обратно в духовку, чтобы она хорошо подрумянилась. Примерно минут на 15-20. Баранину я достала из духовки. Посмотрите, как она замечательно подрумянилась и какая она сочная. Просто великолепная. Сочнейшее, нежнейшее мясо, оно полностью проготовилось. Посмотрите, как оголилась косточка. Мясо хорошо проготовилось. Посмотрите, как ножка прекрасно подрумянилась сверху. Снизу она тоже очень красивая. Хорошо все проготовилось. Мясо просто само отделяется от косточки. Нежнейшее. Посмотрите. Это просто великолепно. Какое сочное, замечательное. Эта баранина самая вкусная. Вот она действительно ароматная, без какого-либо специфического запаха. Это просто великолепно. Мясо здесь получается настолько нежное, его реально можно есть просто губами. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!